Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Потеря России обошлась в миллиарды. Волна ликвидации накрыла всю Прибалтику. Прибалты 30 лет худо-бедно сводили концы с концами, постепенно доедая промышленность. Но как переход на ВИА мог взвинтить цены на электроэнергию в 2 раза? Александр, что происходит? Ну, давайте начнем с того, что сам по себе переход на возобновляемые источники энергии не взвинчивает цены. Взвинчивают цены сопутствующие некоторые проблемы. Сама Прибалтика действительно вот уже 1,5 года вышла из кольца БРЭЛ, вот она благополучно не зависит от поставок из России, она не зависит от поставок из Беларуси. В общем, красота неописуемая. Если вдруг вы не следили за этой душещипательной историей, то после распада Советского Союза единая энергосистема не была в курсе, что она распалась, что Советский Союз прекратил существование, и действовала и продолжала существовать, по сути, вот эта единая, ну, энергетическая система работала как единый организм. Да, со своими юридическими лицами, которые в какой-то момент при пересечении электрического тока какой-то границы вдруг начинали отвечать за этот самый электрический ток. Но по большому счету Прибалтика всегда могла опереться на поставки из России, потому что сама по себе Прибалтика не очень крупный потребитель, а Россия один из крупнейших производителей. И мы производим больше, чем потребляем электрической энергии. Прибалтийские страны были, ну, в какой-то момент, наверное, четверть всего нашего электроэнергетического экспорта приходилось на страны Прибалтики. Но, опять же, очень сильно ситуация менялась в зависимости от того, какой год мы будем рассматривать. И вот с 25 года, после долгой подготовки, пройдя некоторые периоды испытаний, пройдя период криков и истерик по поводу атомной электростанции в Беларуси, а не чуть позже, Прибалтика, наконец, отделилась от бывшего Советского Союза окончательно. Теперь она независима от энергопоставок из России, от энергопоставок из Беларуси, и теперь она зависима от энергопоставок из стран Европы. В первую очередь из Швеции и из Польши. Про Белоруссию и АЭС, причем тут они? При том, что в Белоруссии была построена атомная электростанция, в то время как за время, которое в Литве успели закрыть Игналинскую атомную электростанцию и долго обсуждать не только, ну, ее как бы окончательную разборку, но и возможность строительства новой атомной электростанции. Собственно, с 2009 года, по сути, Игналинская АЭС все, а при этом местные власти уверяли, что ну ничего, чуть ли не на этом месте будет построена новая атомная электростанция. За это время, за этот период, пока вот они чего-то обещали, пока они чего-то там разбирали, Белоруссия подписала контракт с Росатомом, Росатом построил атомную электростанцию. И если и до того потребление электрической энергии на территории Прибалтики, ну вообще вот 3 прибалтийских стран, мягко скажем, не демонстрировало какого-то феноменального роста, и необходимость строить атомную электростанцию выглядела крайне сомнительно, то после того, как у соседа появилась атомная электростанция, можно было просто взять и купить электрическую энергию у этого соседа, строительство стало просто бессмысленным экономически, но Литва, точнее в лице своего руководства, разумеется, многомудрого руководства, стала кричать о том, что это крайне небезопасная атомная электростанция. Ну, понятное дело, МАГАТЭ считает безопасной, все ответственные лица считают безопасной, но конкретно вот в Литве живут не просто специалисты по атомной энергетике, а вот, знаете, любой президент Литвы – это прям специалист. Вот его надо мировым президентом по атомной энергетике делать, и вот тогда мы узнаем всю правду о всех электростанциях. Правда, и так понятно, что все, что на территории России или с Россией связано, небезопасно, все, что не связано с Россией, возможно, безопасно, потому что еще Китай есть. А Китай пока под вопросом. Ну да ладно, минутка юмора закончилась, возвращаемся в Прибалтику, там все серьезно. Итак, они кричали о том, что это небезопасная атомная электростанция, что нужно запретить покупку электрической энергии с этой электростанции, что, собственно, благополучно было сделано.
От поставок из Беларуси они избавились фактически досрочно, но из России покупать электрическую энергию продолжали. То есть еще раз зафиксируем. Пока вы трепетесь, рядом строят атомную электростанцию, и, понятно, вашему потребителю выгоднее и проще покупать электрическую энергию здесь, чем кому-то там инвестировать, строить для чего? Ради чего? Ну, при Советском Союзе понятно, для чего строили. Для, во-первых, надежности поставок, во-вторых, для обеспечения промышленности. Потому как весь Советский Союз это был промышленно развитое государство. Отдельные обломки Советского Союза оказываются в ситуации деиндустриализации, потому что, ну, зачем нужны ваши там производители электроники? Ну, во-первых, они все плохие. Они все плохие, отсталые, фу на ваших производителей. Надо их поломать и покупать хорошую электронику в Германии. А, у Германии тоже электроника кончилась. Ёлки-палки. У кого? У японцев. И у японцев проблемы. Ну что ж, из Китая, так из Китая. Но это мы к дню сегодняшнему так довольно быстро прибежали. А так это период, в общем-то, история, которая заняла практически треть века. Ну, треть века, имею в виду, с распада Советского Союза, там прошел довольно большой период времени. За это время успела побыть некая европейская электроника, потом японская электроника, ну, теперь китайская электроника. Но главное, что не ваша. Вашу нужно купить, разорить, уничтожить. Автопроизводители у вас есть. Зачем? В Европе ваши автопроизводители. Вы нужны как рынок сбыта. Это еще классики марксизма-ленинизма говорили. Вы нужны как рынок сбыта. Зачем ваше производство нам в Евросоюзе? Не-не-не, ребят, давайте мы его тоже разорим, уничтожим, потому что зачем плодить конкурентов, если можно этого не делать? Ну и так далее. То есть, когда мы говорим про деиндустриализацию, то дело было не в том, что сохранялись отношения с Россией, не сохранялись. Тайна раскрыта. Тюменская техника Case Guru производится в Китае, где сосредоточено 90% производства мировой электроники. Почему тогда на коробках техники Case Guru написано «создано в Тюмени»? В Тюмени инженеры продумывают характеристики и тестируют устройства. В Китае масштабируют производство. Глава компании Case Guru Вадим Боков, прозванный тюменским Илоном Маском, лично контролирует разработку. Вадим выпустил инновационные устройства для уборки по старинке, без химии, но по стандартам медицинской чистоты. Раньше после уборки полов болела спина, сейчас можно убраться без боли. С новинкой Case Guru беспроводным пылесосом TurboSeal. Рекордное соотношение длительности работы и мощности. TurboSeal очищает мебель на глубину до 10 сантиметров. Наши мамы и бабушки мыли полы вручную. Сегодня это делает робот-пылесос со станцией самоочистки. Case Guru самочист. Тюменский самочист проводит сухую и влажную уборку, сам очищается на станции и заправляется водой. Через встроенную камеру самочиста можно наблюдать за домом из любой точки города. Раньше мыли окна, подвергались опасности. Сейчас это делает робот-мойщик Case Guru Чистобот. Case Guru Чистобот отмывает 20 видов поверхностей, горизонтальных и вертикальных. Смотрите инновационные устройства Case Guru для уборки. Переходите по ссылке в описании или по QR-коду на экране. Забирайте промокод INFO2607 на скидку до 1000 рублей. А, к сожалению, после того, как границы административные в рамках Советского Союза стали государственными границами, мы получили ситуацию, когда наименее весомые, давайте такое слово используем, государства из вот этих обломков, но обладавшие своей промышленностью, неминуемо с этой промышленностью вынуждены были бы распрощаться. Но при этом атомная электростанция при Союзе была построена, промышленность снабжала, население снабжало, в общем, энергобезопасность была полностью, вопросы энергобезопасности были во многом закрыты этой атомной электростанцией. Не все, понятное дело, но вот в области электроэнергетики. После распада Советского Союза та же самая Литва была нетто-экспортером электрической энергии. Но зачем вы в Европейском Союзе в качестве нетто-экспортера электрической энергии? Чтобы что? Чтобы зарабатывать на поставках куда? В Польшу, там, в Швецию, ну, в целом на европейском рынке зарабатывать, там, на Нордпуле торговать. Ну, понятно, после распада
Советского Союза с Нордпулом там было пока еще сложновато, но не суть. К настоящему времени что могла бы делать Литва? Зарабатывать на этой электрической энергии, пользуясь ситуациями вот этих суточных колебаний, сезонных колебаний. Она бы получала очень хорошие деньги за свою атомную электростанцию. Но условием вхождения в Европейский Союз было избавиться от этого безобразия. Потому что, опять же, зачем вы тут нужны как конкуренты? И самое ужасное в этой ситуации, что, бессмысленно людям говорить вот об этом всем по двум причинам. Точнее, либо потому что эти люди, не понимают этого, и откажутся понимать, либо они понимают, но их это устраивает. Притом, вторых, как мне представляется, может, заблуждаюсь, большинство. Потому что люди входили в Европейский Союз не исходя из того, что вот мы в нашей Литве, мы наследники древних. Это все, конечно, хорошо на уровне государственной пропаганды, но люди конкретно в Европейском Союзе были заинтересованы, потому что это возможность свинтить куда-то в лучшую жизнь, зарабатывать хорошие деньги. Пусть даже тебе это не удалось сегодня, но дети-то смогут, дети не смогли, внуки смогут, и так далее. И так, поколение за поколением можно думать о том, что, следующее точно сможет. Свинтить, и у него все получится, заработать много денег. Потому что в такой ситуации, при распаде Союза, местное население было не очень заинтересовано в развитии своих государств. В реальности, если. Были заинтересованы, в том, чтобы присоседиться к какому-то крупному игроку и за счет этого соседства получать какие-то выгоды. Конкретно Прибалтика решила присоседиться к Европейскому Союзу. Кто-то на этом заработал, кто-то оказался в ситуации нищеты. То есть ситуация очень у всех разная. Но при этом, если мы посмотрим на страну, да, это деиндустриализация, это снижение энергобезопасности, и ладно. С точки зрения каждого отдельно взятого гражданина, взятого не в момент, когда случается кризис, а взятого, в такой момент между кризисами. Да и ладно. Нету сейчас этого завода, да и плевать, я в Германию поеду, устроюсь там, не на завод, конечно, но в какой-нибудь менее престижную работу, но буду зарабатывать больше денег, чем здесь, если бы работал на заводе. Эта логика, к сожалению, я не оправдываю эту логику, но эту логику нужно понимать, что очень многие из нее исходят. Поэтому, когда мы говорим о том, что Литва могла бы зарабатывать на своей Игналинской атомной электростанции, могла бы, но руководству Литвы и, в общем-то, населению Литвы было интереснее избавиться скорее от этой атомной электростанции, если это будет условием вхождения в Европейский Союз. Потому что вхождение в Европейский Союз – это важнее. Это важнее, потому что каждый сам за себя. Это можно на государственном уровне рассказывать. Да-да, мы тут всем наш язык и все такое прочее, а давайте мы наденем наши национальные костюмы. Но в реальности нет. Каждый сам за себя, каждый думает о том, что, хорошо, за себя и за свою семью. Что, да, дружить с Европой лучше, потому что она богатая. Россия бедная. Понятно, в 90-е годы в России было, мягко скажем, плохо. У соседей было еще хуже, но в России было плохо. Потом ситуация стала изменяться. И по большому счету, сейчас нету какой-то, я понимаю, это прозвучит как, давайте так, не надо воспринимать дальнейшие слова с позиции «в России все зашибись, проблем нет, вообще денег навалом». Не-не-не. Речь немножко будет о другом. Смотрите, нету разительных отличий между Россией и Европой на том уровне, которые были в 90-е годы. И на этом позволю себе поставить, если не точку, то многозначительное многоточие в сегодняшнем рассказе. На сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на Геоэнергетика Инфо, подписывайтесь на Александра Фролова, ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации, исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.